Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие изменения произошли в позициях SOT SFTC, как это повлияет на рынки на предстоящей неделе, а также посмотрим, что там с фьючерсами на ММВБ и куда это будет двигать российский рынок в понедельник с утра и в течение дня. Давайте перейдем к календарику. Вышли данные по буровым установкам от Baker Hughes. Ну и здесь у нас получается наметилась пробуксовка. То есть при таких ценах на нефть волшебного роста уверенного не происходит. Вот он уперся сейчас в 370-373. При таких ценах на нефть, что бы ему не расти дальше и дальше на 400, на 500, но такого пока на текущий момент не происходит. С чем это связано? Это связано либо с тем, что спрос на нефть начал стагнировать, либо вот-вот начнет стагнировать, либо это связано с ожиданием выхода, более активного выхода на рынок Ирана и, возможно, Венесуэлы. Там начали прокладывать мосты с тамошним диктаторским режимом. Ну и, соответственно, в ожиданиях того, что пойдет или усилится новый ручеек нефти, видимо, здесь особо никто не наращивает. С моей точки зрения, вообще этот показатель при текущей ситуации должен быть в районе 300-320. Так, друзья, далее то, что касается металлов. Давайте перейдем к меди, потому что медь всех волнует, никуда от нее не деться. Ключевой металл в электронике и в том, что связано вообще с энергетикой, потому что медь это очень хороший проводник. Лучше меди проводит только серебро. Но серебряные провода это, наверное, все-таки удел Рокфеллеров, Ротшильдов. Да и потом серебряные провода, они крайне ненадежны. Дело в том, что серебро имеет высокое сродство к сере в любом виде. И поэтому серебро все время чернеет. Поэтому серебряные провода это был бы не лучший вариант. Они бы выходили из строя все-таки поэнергичнее, нежели медные на самом деле в жизни. Так, что тут у нас происходит? Голубенькая линия это позиции нонкоммерсов, они же спекулянты. Мы с вами видим, что в последнее время идет неукоснительное снижение лонгов. И в целом это движение, оно вполне коррелирует с тем, что происходит с ценами на медь. Но здесь пошло движение со стороны Китая, распродажа стратегических резервов. Но все-таки я думаю, здесь у Китая по меди вот эти возможности ограничены. То есть по алюминию они там могут крутить как угодно. Но по меди, я думаю, вот здесь уже предел. Соответственно, если экономика не начинает стагнировать и сваливаться в штопор, то вот это снижение по меди, я думаю, оно более чем достаточно. Здесь уже пора консолидироваться и пытаться либо удержаться, либо отскочить. Так, далее серебро. По серебру идет выход нонкоммерсов из серебра. Но это, в общем-то, касается всех металлов. Ну и на самом деле здесь, конечно, более существенный фактор это не Китай. Это более существенный фактор здесь ФРС, то, что он впервые погрозил с момента того, как начал стимулировать после кризиса, о том, что вот мы можем и пораньше прекратить стимулирующие меры. Но здесь в ближайшее время, скорее всего, ситуация будет обыгрываться в том плане, что начнутся дебаты по поводу изменения механизма регулирования. То есть, вот я как-то в выпуске вечернем рассказывал, что там предполагается уход от ключевой ставки и переход к регулированию ставки на резервы. На текущий момент по серебру ожидание движения вниз, ну и консолидация в районе 23,8 и попытка отскочить. Это то, что касается движения на предстоящей неделе по серебру. Так, друзья, далее золото. Здесь тоже идет снижение лонгов у спекулянтов со 192 тысяч. Снизились на 166, это значительный выход. Опять же, вот это движение, оно связано с тем, что произошло по ФРС. Что ФРС впервые озвучила, что будет закрывать денежный кран раньше, чем предполагалось. Вот. Но на текущий момент потенциал этого движения, с моей точки зрения, вниз. Он исчерпан. То есть вот от текущих значений весьма вероятно сейчас по золоту будет консолидация и, возможно, попытка отскочить. Там есть ключевой уровень на графике, мы его потом отдельно рассмотрим, точнее диапазон. Если там возникает пробой, то вот этот сценарий с консолидацией
и отскоком он не срабатывает, и мы по золоту получаем просадку, какую имели ранее весной, в марте-апреле и, возможно, даже пониже. С моей точки зрения, сейчас больше факторов указывает на то, что и по золоту, и по серебру будет консолидация и попытка отскочить. Так, друзья, далее палладий. Ну, здесь тоже достаточно существенная, причем очень значительная разгрузка лонгов. И такое движение в палладии, оно, конечно, значительно напрягает, потому что палладий — это ставка на водородную энергетику, и если здесь начинается выход, понятное дело, что это металл тоже благородный, хотя, конечно, не такой благородный, как золото и серебро. Все-таки здесь значительно большей степени фокус на техническое применение смещен. Но вот такое значительное движение, разгрузка лонгов, которое происходит, указывает на то, что, возможно, появились какие-то подозрения относительно того, насколько быстро и эффективно будет происходить переход на зеленую энергетику. Но здесь ни для кого не секрет, что эта заминка, она связана с тем, что инфляция, она сожрала вообще все. Так называемая инфляция издержек, она взвинтила не только повседневные товары, но и то, что связано с оборудованием для перехода на зеленую энергетику. Те же солнечные батареи, они взлетели в цене. Так же, как и другое оборудование. Соответственно, капекс растет, и возможность продолжения запланированного перехода на зеленые технологии, переоснащения, она становится более затратной, и, возможно, она будет выбиваться из графика. Ну, а раз такая вещь, то сразу возникает сомнение и в том, насколько нужен будет в ближайшее время палладий, поэтому по нему идет разгрузка. То есть вот по золоту, по серебру, там бог с ним, ну там выпустили, подумали, что ФРС там скоро начнет ставки увеличивать, и вышли. А вот такое движение в палладии, оно, конечно, очень напрягает, потому что здесь, смотрите, здесь получается круговая порука. Вот весь этот выход из ковидного кризиса, он связан со скоростью перехода на зеленые технологии, потому что когда происходит в экономике сбой, нужны срочно капиталовложения для того, чтобы экономика заново закрутилась. Соответственно, если вера в эти капиталовложения новой энергетики, она начинает буксовать, то это может привести к тому, что вся система, она подойдет к краху. И поэтому вот это движение в палладии сейчас, оно несколько напрягает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в течение ближайшей недели, месяца. Но пока для меня вот это, конечно, несколько напрягающее движение. Ну и здесь у нас получается, по палладию ожидается дальнейшее снижение цены и движение в диапазон 2350-2200. Так, друзья, далее платина. Здесь ситуация схожа с палладием. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, мне добавить нечего. Потому что на текущий момент, конечно, бенчмарк это все-таки палладий. Так, друзья, давайте вернемся к нефти. По нефти здесь все отлично. Спекулянты верят в нефть. По крайней мере, чуть-чуть здесь прирост лонгов происходит. То есть по нефти ожидается продолжение вот этого ралли, который идет. Во вчерашнем вечернем выпуске я пояснял, что удержание на 75,6 в текущей консолидации приведет весьма вероятно к тому, что будет коротенький задерг на 94. Я об этом говорил и ранее, что где-то весной, по-моему, в марте-апреле, о том, что летом вполне возможен задерг по нефти на 94. Выше 100 я нефть пока не вижу, потому что здесь происходят сейчас процессы, которые в значительной степени ослабляют скорость восстановления мировой экономики. Они вызваны, кстати, печатанием денег, потому что печатание денег, оно привело к уже взрыву инфляции, к тому, что инфляция значительно набрала обороты. И, соответственно, то, что произошло, оно уже мешает, оно уже душит экономический рост, душит возможность выпускать новые товары и производить переоснащение. Соответственно, здесь новая неделя, она указывает на то, что будет продолжение роста, ну или как минимум боковик с поддержкой 74 по бренду. Вот. Ну и пока летний сезон, пока все ездят, все прекрасно, нефть, она все равно будет в фаворе, деваться здесь некуда. Если никаких потрясений не возникает, то ее либо держат на текущих значениях, либо
она даже будет расти. Вот эти циферки это WTI, потому что американские спекулянты оперируют WTI. То есть у Брента циферки побольше. Так, друзья, далее природный газ, собственно говоря, это то, что влияет на котировки Газпрома и Новатэка. Здесь отметилась позитивная динамика, потому что спекулянты начали выходить из шортов. Пока этот процесс достаточно слабенький, но в ближайшие недели мы увидим, закрепится, не закрепится тенденция. Пока все факторы указывают на то, что здесь, скорее всего, произошел перелом, и теперь весьма вероятно будет рост, сокращение шортов и движение к тому, чтобы набирать длинные позиции. Ну и такое движение, это в общем-то дополнительный плюс и для котировок газа, которые здесь начали буксовать, и для котировок Газпрома и Новатэка, особенно Газпрома, который в общем-то еще далеко не переписал те уровни, те значения, которые были в 2008 году. Поэтому с этой точки зрения Газпром сейчас это пружина, которая вот-вот разожмется. Ну, здесь первая цель движения это 294 и потом, соответственно, 356. Так, друзья, далее S&P. По S&P спекулянты режут лонги. То есть они ожидают, что все-таки на предстоящей неделе будет тестирование ухода вниз по S&P. Возможно, даже тестирование 4080, там ключевое значение, пробитие которого рынок может просто резануть. Так, далее NASDAQ Mini, но здесь по сути от NASDAQ мало отличия. И соответственно по NASDAQ Mini идет небольшое сокращение шортов. Было минус 11 тысяч, сейчас стало минус 9 тысяч. Так, ну давайте еще Dow Jones посмотрим. Индекс ржавого пояса. Ну а Dow Jones вниз, вниз, вниз. Ну и смотрите, если вот оперировать тремя индексами ключевыми американскими, это соответственно Dow Jones, то что старенькое, NASDAQ, то что сверхновое, и S&P, то что сбалансированное. Получается как бы в лонгах S&P сбалансированный индекс, то что связано с хай-теком и с ржавым поясом, со старой Америкой, они соответственно уже в понимании спекулянтов находятся в шортовой зоне и продолжают снижаться. Так, а вот интересный такой момент, E-mini Russell, то есть это индекс компаний маленькой капитализации. Здесь как раз шорты режут и идет тренд на то, что выход из вот этой зоны, где спекулянты делали ставку на его снижение. Но смотрите, здесь логика заключается с моей точки зрения в следующем. Маленькие компании, малый и средний бизнес, в результате того, что в Америке практически все вакцинированы, они являются бенефициаром так называемого американского летнего отскока, который связан с тем, что, во-первых, все вакцинировались, риск отскока ковида, его роста, он снизился, люди начали активно перемещаться, активно ездить по Америке. Ну и здесь, в общем-то, это дополнительный толчок и пробуждение для малого и среднего бизнеса, который завязан на услугах и обслуживании этих перемещений. Так, друзья, ну далее валюты, британский фунт. Здесь произошло снижение лонгов, причем значительное. Что-то в британский фунт разуверовали спекулянты. Здесь, видимо, идет все это движение на корректирующий откат британского фунта против доллара. Так, друзья, далее канадский доллар. По канадскому доллару достаточно позитивный настрой был, но что-то вот последние недели немножко лонги режут. То есть канадский доллар спекулянты перестают верить, однако с учетом текущих цен на нефть здесь должна быть хотя бы временная какая-то стабилизация и попытка отскока. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну смотрите, да, на предстоящей неделе евро, конечно, шандарахнули. Тенденция здесь негативная, но с другой стороны, как бы ключевые уровни, которые указывали бы на то, что все, финит а-ля комедия, евро окончательно сдулось, его пока нету. Да, вот это значительное снижение, оно произошло, но на предстоящей неделе ситуация будет определяться, потому что здесь при таком значительном движении вниз, которое произошло, здесь должен быть либо отскок, либо если отскока не будет, то соответственно тогда это уже проседание и движение вниз. И тогда уже в ближайшие недели 2-3 развернется отработка 1,16. Но по евро-доллару мы потом детально посмотрим, мы его каждый раз
смотрим каждое утро, иногда и вечер. Здесь, я думаю, на этой неделе должна быть стабилизация и, возможно, даже отскок. Потому что если здесь не будет консолидации, попытки закрепиться, то это может указывать на то, что мы раньше времени скатываемся в кризис. Так, далее японская иена. Ну, здесь идет наращивание шортов спекулянтами, то есть японскую иену не верят. А швейцарский франк, здесь наоборот идет рост лонгов. Это достаточно неприятная вещь, потому что швейцарский франк, он считается типа возможностью уйти от любых потрясений и кризисов. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь спекулянты порезали шорты, но пока нулевую линию не пересекли. То есть здесь тенденция на то, что индекс доллара будет пытаться закрепиться у достигнутых значениях. Это диапазон 92-91,5, но пока его не ждут выше на предстоящей неделе. Так, ну и мексиканский песо для радости посмотрим. Здесь идет наращивание шортов, то есть мексиканские песо не верят. Хотя это нефтяная валюта, наверное, они слишком много нефтяных долларов потратили на покупку опционов, чтобы захеджировать риски. Это шутка. Так, ну и далее биткоин. Здесь, я так понимаю, у кого-то хеджирование идет через деривативы. Ну, здесь ситуация стабильная, минус 1600, теперь минус 1500. Плюс-минус туда-сюда, консолидация и стабилизация по криптовалютам. Но там, опять же, сейчас есть ключевые уровни, которые при пробитии и по биткоину, и по эфириуму придут к тому, что просадка уже может быть значительно существенной. Для биткоина тогда станет цель, возможно, даже 8-10 тысяч, а по эфириуму будет движение на 800-850. Пока такой трешак под вопросом, но сами видите, крипта, она очень бодро ходит туда-сюда. Так, друзья, ну и наконец, то, что касается того, что нас всех волнует, рубль-доллар. Здесь ситуация просто отличная. Американские спекулянты нарастили лонги, и, соответственно, они нарастили лонги таким образом, что теперь количество лонгов более 10 тысяч. Можно сказать, что это прорыв, и теперь уже нет времени на раскачку. 10 тысяч лонгов, это означает, что наконец-то поверили в российский фондовый рынок. Поверить-то поверили, но здесь есть один момент очень тонкий. Дело в том, что если рассматривать динамику движения 2008 года, там ситуация была очень схожая. Америка уже начинала проседать, нефть продолжала расти, в Россию верили, и доллар стоил 23,5 рубля. С того момента, как это было в июле 2008 года, до конца сентября, когда наступил крах Lehman Brothers, прошло всего 2 месяца. И сейчас ситуация в плане достижения такого вот гиперболического, ну где-то пика, где-то дна, она начинает очень напоминать те движения, которые как раз были в 2008 году. Так, друзья, давайте перейдем к фьючерсам ММВБ и посмотрим, что нас ждет в понедельник. Но начнем с РТС. Здесь все прекрасно, по РТС делают ставку юрики на то, что рост продолжится. Так, вот Сбербанк, здесь ситуация обратная, по Сбербанку делают ставку на то, что Сбер откатится. Так, ВТБ, наш герой дорогой, здесь делают ставку на то, что ВТБ будет откатываться, но у меня такое ощущение, что это будет только в начале сессии. Газпром, здесь ставка на коррекционный откат, ну такой вяленький. Опять же, хотел предупредить, что на текущий момент со шортом Газпрома надо быть очень осторожным. Потому что если рынки не начинают все сыпаться, то у Газпрома есть все шансы до наступления критической ситуации отработать максимум 2008 года. Гамак, он же Норильский никель, он же Норка. Но здесь ставка на продолжение снижения. Здесь видите, как там ситуация с одной стороны, тут наложилась вообще куча факторов. Ну, во-первых, то, что правительство решило взять за мягкое место металлургов всех, это раз. Второй момент, то, что там, ну, по крайней мере, ходили слухи о навесе крупного пакета, который хотят распродать Норильского никеля, причем через биржу. И третий момент, который заключается в том, что мы сейчас с вами посмотрели соты и видим, что происходит со ставками на палладий.
То есть по металлам ставки у спекулянтов падают, они ждут, что, соответственно, металлы будут продолжать корректироваться. Вопрос, насколько это действительно так, наверное, здесь должна быть попытка для отскока, я так думаю, что мы и будем наиболее вероятно наблюдать на предстоящей неделе и участвовать. Но для Норильского никеля это дополнительный пресс. Но на текущий момент в понедельник юрики сделали ставку на то, что гамак будут продавливать дальше вниз. Так, ну вот по Аэрофлоту интересная ситуация. Здесь, конечно, фьючерсы, они не столь показательны, но тем не менее кто-то пытается вести игру на рост акций Аэрофлота. Так, друзья, далее сишка, рубль-доллар. Здесь ставка на дальнейшее укрепление рубля против доллара. Но мы видим, в сотах произошел прорыв. Американские спекулянты сошли с ума и сделали ставку на то, что рубль будет укрепляться против доллара. Ну как, не сошли с ума, конечно, то есть это вполне здраво, с учетом того, какие движения идут в нефти и в дальнейшем намечаются. Но проблема заключается в том, что в канадском долларе и мексиканском песо такой ставки-то нету. Тем не менее, на понедельник ставка на укрепление рубля против доллара. Так, евро-рубль. Здесь аналогично ставка на то, что евро к рублю будет ослабляться. Евро-доллар. Здесь спекулянты делают, не спекулянты, прошу прощения, юридические лица, запутался. Юридические лица делают ставку на боковик. Ну и действительно, здесь, судя по всему, сейчас будет борьба за уровень по евро-доллару. Так, нефть. Ну здесь, сами видите, то есть здесь нефть будут с небольшими откатами, судя по всему, гнать дальше. И как бы 94 не было в течение ближайших 1-2 недель. Золото, здесь ставка на коррекционный отскок и рост золота, но американские спекулянты на протяжении предстоящей новой недели делают ставку на то, что золото будет проседать. Я склоняюсь к мысли, что по металлам и по золоту будет боковик и попытка закрепиться. Серебро, здесь ставка на хороший коррекционный отскок. Обращаю внимание, друзья, что вот эти позиции, которые по ММВБ, они действуют в течение утра либо дня. То, что касается SOT SFTC, это более долгоиграющий инструмент. Он действует либо всю неделю, либо до середины недели. Ну и хотел обратить ваше внимание, что еще раз, что сейчас ситуация, она очень начинает напоминать 2008 год, когда в какой-то момент в июле все с выпученными глазами бегали и говорили, что все, доллару конец, рубль его задавит, нефть его задавит, мы победим и так далее. Сейчас, по сути, намечается такое же движение. Во-первых, растет нефть, во-вторых, американские спекулянты свято уверили в силу рубля. Вот. Здесь, что я могу сказать? Ну, можем мы увидеть пробитие уровней по рубль-доллар и, соответственно, значительное укрепление рубля. Но помним, что в 2008 году мы уже что-то подобное наблюдали. Друзья, все, хороших выходных. Поделился с вами своими сокровенными мыслями, домыслами, анализом. Желаю хорошо отдохнуть, набраться сил. Счастливо!